Poco F7 Ultra и F7 Pro. Стильные прокачанные аппараты наносят двойной удар по флагманскому сегменту. Новинки получили мощнейшие топовые платформы, продвинутые системы искусственного интеллекта, отличные камеры с оптической стабилизацией, емкие кремниево-углеродные аккумуляторы, защиту по стандарту IP68 и все это за приятный прайс. Всех приветствую, друзья, вы на канале FaintShop, полезный и не очень. Рынок смартфонов постоянно развивается, и компания Poco не остается в стороне, представив сразу два флагманских устройства Poco F7 Ultra и Poco F7 Pro. Эти модели демонстрируют амбициозный подход производителя, предлагая мощные характеристики по привлекательной цене, но при этом имея заметные различия, которые позволят каждому пользователю выбрать наиболее подходящий вариант. Давайте же знакомиться с ними. Лайк, подписка на канал за старание. И приступим. Среди огромного количества смартфонов выбрать действительно стоящее устройство задача непростая. Компания Poco с выходом модели F7 Pro и F7 Ultra смело бросает вызов конкурентам, предлагая не только мощную начинку, но и совершенно новый уровень дизайна для своего ценового сегмента. Больше не нужно выбирать между производительностью и внешним видом. Poco F7 Pro и F7 Ultra гармонично сочетают оба аспекта. Забудьте о пластиковых корпусах и скучных формах. Poco совершила настоящий прорыв, использовав в обеих моделях премиальные материалы. Сочетание металла и стекла. Это сразу же выводит смартфоны на новый уровень. Они ощущаются солидно, дорого и приятно лежат в руке. Такой подход к материалам был прерогативой флагманских устройств, и его появление в линейке Poco – это значительное событие. Более того, дизайн не ограничивается только используемыми материалами. Визуально смартфоны выглядят стильно и современно. Габариты новинок немного отличаются. Pro-версия получилась немного тоньше и легче – 162 мм в высоту, 74,9 мм в ширину, при толщине 8,12 мм. Весит она 206 грамм. Старшая же версия весит на 6 грамм больше, 212 грамм, и чуточку толще, 8,39 мм, практически при тех же габаритах. Блок камер выполнен в виде классического колодца, немного смещенного в левую часть. Это привлекает внимание и не выглядит инородно. Также удивляет полоса, разделяющая смартфоны на два разных оттенка – глянцевый и матовый. Такой прием не новый, но придает нотки свежести нашим сегодняшним героям. Доступно несколько цветовых вариантов – черный и желтый для версии Ultra и черный, серебристый и синий для версии Pro. Важно подчеркнуть, что использование премиальных материалов – это не просто маркетинговый ход. Это отражение стремления Poco предложить пользователям максимальное качество за свои деньги. Металлическая рамка обеспечивает дополнительную прочность и долговечность устройства, а стеклянная задняя панель придает смартфону элегантность и современный вид. Друзья, если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках, подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал. Там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от AliExpress по самым выгодным ценам. Переходите, ссылочка внизу в описании. Оба смартфона оснащены великолепными 6 и 67-дюймовыми OLED-матрицами с разрешениями 3200 на 1400 пикселей. Это обеспечивает невероятную четкость и детализацию изображения, делая просмотр фотографий, видео и игр настоящим удовольствием. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность анимации и исключительную отзывчивость интерфейса, что особенно заметно при прокрутке длинных текстов или в динамических играх. Причем частота адаптивная. Она подстраивается под разные приложения для оптимального экспириенса. Поддержка HDR10+ и Dolby Vision поднимает качество изображения на новый уровень. Широкий цветовой охват и улучшенная контрастность позволяют наслаждаться реалистичными и насыщенными цветами. Вы будете поражены глубиной черного цвета и яркостью светлых участков, что гарантирует комфортный просмотр даже в условиях яркого солнечного света. 12-битная глубина цвета добавляет невероятную плавность градиентов и переходов, делая изображение практически идеальным. Пиковая яркость доходит до 3200 нит. Это настоящий прорыв серии Poco, позволяющий комфортно пользоваться смартфоном даже под палящим солнцем, без необходимости прищуриваться или искать тень. В стандартном же режиме матрицы работают на 1800 нитах, что тоже весьма приличный результат. С шимом здесь тоже полный порядок – 3800 Гц. Однако, несмотря на практически полное сходство между дисплеями наших сегодняшних героев, все же есть одно важное различие – защитное стекло. Poco F7 Pro использует Corning Gorilla Glass 7i – надежное и проверенное решение, обеспечивающее достаточный уровень защиты от царапин и повреждений.
Однако Poco F7 Ultra идет еще дальше, оснащаясь более прочным закаленным стеклом собственной разработки Poco Shield Glass. Хотя точные характеристики этого стекла не раскрываются производителем, можно предположить, что оно предлагает повышенную устойчивость к ударам и падениям. Также стоит отметить и небольшие рамки. Соотношение экрана к корпусу составило почти 90%. Плотность пикселей 526 точек на дюйм. Надо упомянуть и поддержку международного стандарта Turf Reynolds от вредного излучения. Благодаря ему вы можете долгое время проводить за экраном смартфона и глаза ваши уставать не будут. Завершает картину удобство использования ультразвуковой сканер отпечатка пальцев, встроенный непосредственно в дисплей. Он обеспечивает быструю и точную разблокировку обоих смартфонов, делая процесс использования еще более комфортным и безопасным. Летим дальше. Процессоры. Главное различие кроется в сердце этих устройств – процессорах. Poco F7 Ultra вооружен флагманским 3-нанометровым процессором от Qualcomm Snapdragon 8 Elite с графическим ускорителем Adreno 830. Это комбинация вершины технологического совершенства на момент выпуска, обеспечивающая максимальную производительность в самых требовательных играх и приложениях. Еще одной особенностью старшей версии является сопроцессор Vision Boost DET7. Первый в истории компании специализированный графический чипсет, благодаря которому улучшается производительность и оптимизация в требовательных играх. Такая связка демонстрирует отличные результаты, выбивая более 2,5 миллионов баллов в бенчмарке Antutu 10, что весьма впечатляет. Забудьте о лагах и подтормаживаниях. Ультра демонстрирует плавную работу даже при обработке высококачественного видео или запуске ресурсоемких игр с максимальными настройками графики. Младший брат Poco F7 Pro в свою очередь использует прошлогодний флагманский 4-нанометровый чип Snapdragon 8 Gen 3 с графическим процессором Adreno 750. Несмотря на то, что это тоже мощнейший процессор, он все же немного уступает Snapdragon 8 Elite в общей производительности. В бенчмарке Antutu 10 он набирает более 2 миллионов баллов, что тоже, согласитесь, довольно внушительная цифра. Разница может быть незаметна для обычного пользователя, но в бенчмарках и при выполнении ресурсоемких задач Ultra показывает себя более эффективно. Техпроцесс 3 нанометра, используемый в Snapdragon 8 Elite, обеспечивает более высокую плотность транзисторов и, как следствие, большую вычислительную мощность при меньшем энергопотреблении. Оба смартфона предлагают пользователям внушительный объем памяти. Выбор между 12 и 16 гигабайтами оперативной памяти типа LPDDR5X позволит справиться с любыми многозадачными нагрузками. Внутренняя память UFS 4.1 объемом 256 и 512 гигабайт гарантирует быструю загрузку приложений и файлов, обеспечивая молниеносную скорость работы системы. Здесь Poco F7 Ultra и F7 Pro находятся на равных, предлагая одинаковые впечатляющие показатели скорости чтения и записи. Карты памяти аппараты не поддерживают. Летим дальше. Камеры. Poco F7 Ultra – это настоящая находка для любителей мобильной фотографии. Его тройная камера – это сочетание мощности и универсальности. Главный герой – 50-мегапиксельный сенсор Light Fusion 800 с апертурой f1.6 с оптической и электронной стабилизацией, обеспечивающий четкие и детализированные снимки даже в условиях низкой освещенности. Его дополняет 32-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив от Samsung с апертурой f2.2, идеально подходящий для пейзажной съемки и архитектуры. И, наконец, 50-мегапиксельный телеобъектив Samsung S5 KGN с апертурой f2.0 и оптическим зумом в 2,5x позволяет приблизить объекты без потери качества. Но настоящая изюминка – это плавающая линза для макросъемки с минимальным расстоянием фокусировки всего 10 см. Это открывает невероятные возможности для съемки мельчайших деталей. Аппарат способен писать видео вплоть до 8К при 24 кадрах и 4К при 60 кадрах. Фронтальная камера также порадует любителей селфи. Ее разрешение составляет 32 мегапикселя с апертурой f2.0 и электронной стабилизацией изображения. Это гарантирует яркие и четкие снимки. Камера способна писать видео в Full HD при 30 кадрах в секунду. Младший же брат Poco F7 Pro предлагает более сбалансированный подход. Двойная камера, состоящая из 50-мегапиксельного основного модуля, такого же как и в старшей версии Light Fusion 800 с апертурой f1.6 с фокусным расстоянием 26 мм и 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива с апертурой f2.2 и цифровой стабилизацией изображения обеспечивают высокое качество снимков, хотя и не достигает уровня универсальности ультра версии. Камера также пишет видео вплоть до 8К при 24 кадрах, что радует, ведь компания не стала резать фото-видео возможности. Отсутствие телеобъектива и плавающей линзы компенсируется более доступной ценой.
Фронтальная камера имеет разрешение 20 мегапикселей с апертурой f2.0 и цифровой стабилизацией изображения. Позволяет записывать видео до 1800p при 60 кадрах. Также нужно упомянуть и возможности искусственного интеллекта в области фотографии. Вместо того, чтобы тратить время на трудоемкие редактирования в сторонних приложениях, вы можете использовать встроенные функции, такие как удаление ненужных объектов. Захватили прекрасный пейзаж, но на снимке случайно попал лишний элемент, и легко справиться с этой задачей, аккуратно удалив ненужный объект с фотографии, оставляя при этом естественное и реалистичное изображение. Алгоритмы ИИ также способны анализировать фотографии и автоматически оптимизировать параметры: яркость, контрастность, насыщенность, чтобы добиться наилучшего результата. Даже снимки, сделанные в сложных условиях освещения, будут выглядеть впечатляюще. Помимо перечисленных функций, Poco F7 Pro и F7 Ultra предлагают ряд других возможностей, основанных на ИИ. Умный помощник, оптимизацию производительности, поиск предметов по фото, мгновенный перевод текстов на разные языки и множество других. В общем и целом, искусственный интеллект здесь на уровне. Летим дальше. Аккумуляторы. Часто ключевым фактором становится баланс между автономностью и скоростью зарядки. Наши сегодняшние герои демонстрируют разные стратегии в этой области, предлагая пользователю сделать выбор в зависимости от индивидуальных приоритетов. Poco F7 Ultra позиционируется как модель, которая ставит во главу угла скорость. Его основа – аккумулятор емкостью 5300 мАч. Вроде бы не рекордное значение, но именно здесь и проявляется сильная сторона устройства – поддержка 120-ваттной проводной зарядки. Это позволяет восполнить заряд батареи за считанные минуты, что критически важно в условиях активного использования смартфона. Добавьте к этому 50-ваттную беспроводную зарядку, и вы получите максимально комфортный опыт. Возможность быстро подзарядиться как от розетки, так и без проводов. Это огромное преимущество для тех, кто ценит скорость и удобство. Полный заряд по проводу происходит всего за 34 минуты, а по беспроводному интерфейсу это занимает чуть больше часа. Poco F7 Pro в свою очередь делает ставку на максимальную автономность. Его аккумулятор на 6000 мАч, выполненный по кремниево-углеродной технологии, впечатляет. Он обеспечивает значительно больше времени работы без подзарядки. Однако скорость зарядки здесь ниже – 90 Вт. Хотя это и довольно быстро, он все же уступает скорости ультра-версии. Более того, в Pro-версии отсутствует беспроводная зарядка, что является существенным недостатком для флагманского устройства. Это может стать серьезным ограничением для пользователей, привыкших к удобству беспроводных зарядок. Полный заряд с 0 до 100% происходит всего за 37 минут. Аппараты оборудованы весьма приличными стереодинамиками с хорошим качественным звучанием. Плюс на борту поддержка нового программного режима AI Super Cinema, благодаря которому звук из аппарата становится супер насыщенным и создает панорамное 3D звучание с эффектом объемного звука. Новинки поддерживают все актуальные бенды в нашей стране: VULTE, NFC модуль, инфракрасный порт, Bluetooth 6 версии, Wi-Fi 7 и обладают рядом существенных улучшений. К ним относится чип T1S, благодаря которому улучшается качество связи в труднодоступных местах, увеличивается сигнал Wi-Fi и минимизируются задержки, что особенно важно для геймеров. Нужно отметить и особую трехсекционную конструкцию антенн Super Antenna Array. Благодаря ей значительно увеличивается мощность сигнала беспроводных датчиков, а это бывает очень даже актуально, особенно в наших регионах. Обе модели имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68, что делает их достаточно устойчивым к воздействию внешних факторов. Это будет существенным плюсом для активных пользователей. Работают новинки на операционной системе Android 15 под управлением фирменной оболочки HyperOS 2.0 из коробки. Это обеспечивает современный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, а также доступ ко всем преимуществам последней версии Android, включая улучшенную безопасность и новые функции. Poco F7 Ultra предлагается в черном и желтом цветах по цене в $649 за базовую версию 12 плюс 256 и почти $700 за максимальную версию на 16 512 гигабайт. Младший брат Poco F7 Pro поступит на прилавки в черном, сером и синих цветах почти за $500 за базовую версию на 12 256 гигабайт. Максимальная же версия на 16 512 гигабайт обойдется в $550. Замечу, что прямо сейчас их можно приобрести с хорошим дисконтом на AliExpress. Все ссылки будут у меня в Телеграме. В заключение хочу сказать, что Poco F7 Ultra и Poco F7 Pro – это мощные смартфоны с великолепной производительностью. Выбор между ними зависит от ваших приоритетов. Если вам критична максимальная производительность в самых требовательных задачах, то Poco F7 Ultra с его производительным чипом и отличным набором камер – это ваш бесспорный выбор.
Poco F7 Pro – достойная альтернатива, предлагающая немного меньшую, но все еще впечатляющую производительность. Немного проще камеры, что может стать более выгодным вариантом с точки зрения цены. В любом случае, оба смартфона обеспечат плавную и быструю работу на протяжении длительного времени. Аппараты предлагают впечатляющий набор функций и безупречное качество сборки, что делает их привлекательным предложением на рынке. Выбор между этими двумя смартфонами зависит от индивидуальных приоритетов пользователей и его бюджета. Ну что, друзья, как вам свеженькие покафоны? Пишите свое мнение. Подписывайтесь на все мои социальные сети: YouTube, Rutube, VK, Zen, Telegram. Там я периодически выкладываю много всего интересного. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.